Сегодня мы обсудим интересную тему, которая обрела актуальность в сегодняшние дни. Сразу скажу, что никаких сравнений с тем или иным лицом не будет, во избежание гневных комментариев с политическим контекстом. Я лишь просто рассказываю историю для образовательного содержания, ведь историк – наблюдатель, а не следователь. Крымская война – одна из самых интересных тем в мировой истории. Именно она считается началом мировых конфликтов, репетиция двух следующих мировых войн в истории человечества. История о том, как ошибка одного человека стала причиной тяжелой войны. Добро пожаловать на канал «История только факты» и приятного вам просмотра. Окунемся в XIX век. Эпоха, когда на карте Европы еще существовали империи вроде Российской, Австрийской и Османской. Эпоха, когда Германии как государства не существовало, так как оно было раздробленным. И именно тогда и началась эта история. Российский император Николай I захотел установить контроль над православными славянскими государствами на Балканах, входившие в состав Османской империи. Помимо всего прочего, император хотел установить свой контроль над проливами Босфор и Дарданелла. Проще говоря, государь был заинтересован в ослаблении Османской империи, и он думал, что европейские западные страны поддержат Россию при возможной войне. Однако эта мысль была ошибочной. Сейчас мы узнаем почему. Российские войска заняли Молдавию и Валахию. Именно эти территории были подвластны России согласно Андрианопольскому договору. Западные страны отреагировали на это и потребовали вывести войска. Однако на это они получили отказ. Западным странам не было выгодно, чтобы Россия стала больше и сильнее, ведь она бы стала диктовать свои условия. Вследствие такие страны, как Великобритания, Франция и Турция, точнее Османская империя, объявили войну России. Николай предполагал, что за него вступятся, однако взамен получил отрицательный результат. Это было начало той самой Крымской войны, как ее еще называют, бессмысленной войны. Страны Запада объединились в антироссийскую коалицию, и теперь у России были большие проблемы. Во время войны у России резко всплыли проблемы из-за непроведенных реформ. Из-за до сих пор существовавшего крепостного права в России никак не мог завершиться промышленный переворот. Следовательно, Россия отставала от западных стран как с экономической точки зрения, так и с технологической. В этой войне Россия не могла справиться с новыми видами вооружения той же Великобритании и Франции. Военная поддержка вышесказанных стран была выше на одну голову. Подмога для армии Запада приходила быстрее, чем российская. Устаревшие винтовки не могли тягаться с новыми вооружениями антироссийской коалиции. Следовательно, Россия не могла выдержать такой сильный напор. Одним из самых ярких событий войны была оборона Севастополя, которая продлилась 349 дней и закончилась тем, что гарнизон Севастополя оставил город. При этом были большие потери среди российской армии. Стоит упомянуть битву под Балаклавой, сражение, которое не стало решающим, и британцам не удалось взять Севастополь, а русским перейти в наступление. Стоит также сказать, что в этой битве британцы применили метод тонкой красной линии. В этой войне было много жертв, в том числе и среди мирного населения, а конкретно среди крымских татар. Российская власть стала притеснять татарское население из-за общей истории с Османской империей. Еще во времена казачества Крымское ханство было вассалом Османской империи. Россия побоялась, что татары смогут стать союзниками и начать подрывную деятельность. Вследствие репрессий татарам пришлось податься в эмиграцию. Это был один из случаев притеснения татарского населения. Итогом этой войны стало поражение России. Россия проиграла эту войну с позором, даже с треском. Вследствие Парижского мирного договора 1856 года Россия потеряла часть Южной Бессарабии.
Эта война показала все слабые стороны российского государства. Поражение в этой войне показало отсталость России и подталкивало ее к новым реформам, которые сделал уже Александр II. Впрочем, это уже совсем другая история, о которой мы еще с вами поговорим. На этом этот ролик подошел к концу. В этот раз я решил уместить историю в более краткую форму, чтобы не нагружать зрителя информацией. Ведь, как сказал Антон Павлович Чехов, краткость – сестра таланта. Новые ролики уже скоро. Увидимся.